Узбекская кухня теперь, конечно, очень популярная. Каждый второй готовит 5-6 модных узбекских блюд, блистает в своем кругу, среди своих родных, близких, друзей. Но разве можно говорить, что ты знаешь какую-либо национальную кухню, если не знаешь, чем народ завтракает? Что на базаре можно купить утром, а что только вечером? Если не знаешь, что подают на поминки, а что подают на свадьбы? Меня зовут Сталик Ханкишиев. Это программа о вкусной и здоровой пище. И я вам сейчас расскажу все. Больше всего на узбекских свадьбах меня восхищала не шурпа. И даже не плов, нет. Меня восхищала мясная тарелка. И это была непростая колбасная нарезка. Хотя колбаса там тоже присутствовала в виде козы. Именно с козы, из казана, все и начинается. Но на самом деле все начиналось еще с подготовки к свадьбе. Узбекские повара везли с собой не только продукты, не только казаны. Они везли с собой даже дрова и воду. Причем я говорю не о минеральной воде, которую не стыдно поставить на любой стол. Посмотрите, хочешь газированная, хочешь без газа, в стеклянной бутылке. Очень красивая и очень вкусная. Нет, речь шла о воде, которую они использовали для приготовления своих блюд. Да, каждая бригада поваров, буквально каждая бригада поваров знала свой заветный ручей, свой заветный родник, из которого они набирали воду в большие бочки и везли на свадьбу с собой. Я многократно говорил о том, как важна вода для вкуса блюд. Сегодня у меня есть вода из Казахстана, Тассай, из предгорий Тянь-Шаня. Точно такая же по вкусу, как та, к которой я привык с самого детства. Конечно, такие продукты, мясной рулет, козы, все, что мы сегодня будем готовить, стоило бы варить именно в хорошей воде. Итак, прежде всего вам понадобится почти что полный казан воды, потому что именно в воде будут готовиться мясные закуски, и в этой же самой воде потом приготовят очень вкусную свадебную шурпу. У меня есть несколько секретов, я подсмотрел их еще в молодости. Люди, которые хорошо умели варить мясо, устраивали в казане деревянную решеточку, ну вроде вот этой, но это покрыто лаком. Я ее в казан опускать не буду. А вот решетка от гриля сгодится вполне. Решетку от гриля ставим в казан. Морковка и лук будут вариться под решеткой. А все мясо будет вариться на решетке. В чем смысл этого действия, я вам сейчас расскажу. Но пока что мы в казан отправляем вариться козы. Здесь у меня особый холодильник для выдержки мяса. Мясо на стейке, мясо на шашлык я держу в этом холодильнике иногда по месяцу, иногда по 40 дней. И после этого оно становится очень мягким. Этому мясу зреть еще дней 20. Но на стейке пойдет только вот эта средняя часть. А поверхность, то, что проходит по ребрам, я использую прямо сейчас для особого рулета. Видите, мясо здесь расположено прямо слоями. И прекрасно, вот этот верхний слой я сниму досрочно. Он уже созрел достаточно. Видите, все очень просто. Мясо расположено прямо слоями. Так что вот эта большая часть пусть дозревает дальше, а с вот этой частью мы поработаем. Мы сделаем из нее замечательный мясной рулет. Но здесь вот какое дело. С этого края мясо совсем тонкое, а здесь значительно потолще. И это неплохо. Берем нож и распластываем мясо, как книжку раскрываем.
Да не, ну какая же это реклама? Это рассказ о том, как мы любим готовить и умеем снимать хорошую еду. Ну или толстый намек на то, как могла бы выглядеть ваша реклама, если бы вы разместили ее у нас. Да это была бы просто огонь, а не реклама. Ну а пока наслаждайтесь и приятного вам аппетита. Мясной молоточек и отбить мясо, сделать его более плоским. Ну вот, очень хорошо. Но есть один небольшой недостаток. Посмотрите, здесь мясо довольно жирное, а здесь совсем постное. Все очень просто. Если есть кусочек курдюка, а уж когда готовят на свадьбу, конечно, будет и кусок от говядины, будет и кусок курдюка, будет и голова, ноги, из которой приготовят нечто вроде зельца, что называется по-узбекски калягюшт. Это потом нарезают, как застывший холодец. А там и щековина, там и отножек, там и рубец, там всевозможные внутренности. Это вкусно очень. На мясной тарелке, которую готовят для свадьбы, непременно будет еще и отварной язык. Только вы не думайте, что все очень просто, что вот раз-два отварили язык, как мы привыкли. Нет, послушайте, я вам сейчас раскрою секрет, вы потом язык по-другому готовить не станете. Язык хорошо бы замариновать за неделю до того, как его будете отваривать. Посолите его и обмажьте давленным чесноком. Оберните в целлофан, я не знаю во что, и положите не в морозильник. Нет, просто в холодильник. Иногда, примерно раз в день, его нужно будет поворачивать, потому что язык будет выделять из себя соки. Так вот, через неделю отмойте от этих соков язык. Он несколько уменьшится в объеме. Отварите, и я вам ручаюсь, что более вкусного языка вы в своей жизни еще не пробовали. А сейчас я вас учу, как сделать самый вкусный в вашей жизни мясной рулет. Вот сейчас еще один ломтик курдюка, вот так, столько достаточно. Ага. Все необходимо посолить и приправить. Я думаю, что здесь мясо килограмма под 2, так что соли уйдет чуть меньше столовой ложки без верха. Также прямо сюда хорошо бы добавить черного перца. Ох, когда он свежесмолотый, он так пахнет, он так украшает любые мясные блюда. А уж когда черный перец встречается и с мясными соками, и с жиром, он становится таким вкусным. Он так раскрывает свой аромат. Точно так же ведет себя и зира, и кориандр, и любые другие специи. Ну, вы примерно знаете мой репертуар, да? Я специи использую, но не слишком много. Ровно столько, чтобы украсить ими блюдо. Вот красный перец, молотый, не слишком острый, умеренный. Его тоже непременно добавлю к этому мясу. Ну, посмотрите, посмотрите, ведь красиво. Раз красиво, значит и вкусно будет. Но я знаю, как добавить еще больше красоты. Вот у меня сушеные горные травы и цветы. Знаете, как они украсят мясо? Ого, мясо станет просто в 2 раза вкуснее. Потому что эта корова, либо бычок, собственно говоря, вот эти травы и эти цветы и ел при жизни. Добавляйте сухие травы по вкусу. Не пренебрегайте тимьяном, либо чабрецом. Одним словом, что вам нравится, к чему вы привыкли, то и используйте. Вот я привык к курдюку, использую курдюк. Ну и вам советую, не пренебрегайте. Мясо хорошо раскрывает свои вкусы именно в присутствии жиров. И все, и сворачиваем мясной рулет. Все, что было у коровы при жизни снаружи, то и оказалось именно что снаружи. Теперь у меня для вас есть один секрет. Вот это так называемая колбасная сетка.
И очень хорошо, что она у меня есть. Посмотрите, как я с ней сейчас поступлю. Вот это кусок канализационной трубы. Разумеется, абсолютно чистый. Надеваем сетку на кусок трубы. Конец, разумеется, надо завязать. А теперь рулет необходимо поместить внутрь этой трубы. Поднимаем трубу и вуаля! Потрясли, и весь рулет туго обтянут сеткой. Еще раз подвязали, и можно отправлять варить. Так рулет не потеряет форму. Он будет выглядеть красивее при нарезке, да и легче будет нарезать. А кроме того, рулет даст гораздо меньше пены. И, наконец, самое вкусное. Узбекские ливерные колбаски хасып. Ну что здесь? Печень, сердце, немного брюшины. Это уже отваренные легкие. Разумеется, немного курдюка. Все можно пропустить через мясорубку. Хотя когда-то раньше, скорее всего, просто мелко нарезали. Печень прокручиваем через крупную решетку мясорубки, сочетая с луком и курдюком. Красный болгарский сладкий перец и парочку стручков чили перца запекли в духовке, а потом ошкурили. Исключительно для того, чтобы эта шкура не попадалась потом на зубах. Точно так же прокручиваем через мясорубку все остальные продукты. В фарш можно добавить немного мяса. Можно и вовсе не добавлять. И без мяса тоже будет очень вкусно. Ну а с мясом, разумеется, вкуснее. Сердечки необходимо нарезать точно такими же полосками, как я нарезал печень. Готовый фарш, разумеется, необходимо посолить, приправить, перемешать, но не вымешивать. Он не должен получиться липким, как на обычные колбасы. Итак, вот у нас примерно 3-4 килограмма продуктов. Сколько соли? 3 неполные столовые ложки. Это уж как минимум. К печени очень хорошо подходит черный перец. Красный перец в виде паприки и в виде даже острого чили у нас уже есть. Этот перец для аромата, для аппетита. Немного кориандра, немного зиры, и я думаю, что этого достаточно. Тщательно перемешать вместе с рисом. Рис отварили 2 минуты, он только успел распариться. Знаете, зачем здесь нужен будет рис? Потому что печень, что остальные продукты сейчас начнут выделять соки. И эти соки впитают в себя именно рис. Подхватит их из фарша, а из себя выделит крахмал. Крахмал удержит эти соки на месте. Итак, все тщательно, но аккуратно перемешиваем. Цилиндр колбасного шприца заполняем фаршем. Ого, я разогнался, да у меня здесь фарша на 2 шприца. Точно, как на свадьбу. Все отлично, фарш выходит ровно так, как надо. А вот здесь у меня притаились очень ценные продукты. Бараньи кишки. Их немного, но ничего страшного. Оставшийся фарш завернем в искусственную оболочку. Колбаску в натуральных кишках лучше сразу уложить колечком, чтобы потом положить в большую сковородку, да в печь.
Колбасу в натуральных кишках можно запекать. На сковородку воды подлить немного, так чтобы кишкам было по пояс. И получится очень хорошо. Уйди, самим мало. Хасып в искусственную оболочку я бы не стал набивать слишком туго. Мало ли чего, вдруг лопнет, потом собирай все это по казану. Но сейчас, когда уже козы варятся дольше часа, и мы сняли всю пену, самое время опустить в казан хасып. Мне кажется, настало время объяснить, для чего же нужен был этот фокус с решеткой на дне казана. Я объясню. Самое горячее место у казана, даже когда в нем кипит вода, это самое дно. Там температура достигает 100 градусов. Там образуются пузырьки пара, которые поднимаются наверх. Но дальше, даже здесь видно, как эта горячая вода расходится ближе к краям, к бортам казана и опускается вниз. То есть в казане постоянно происходит круговорот воды. При этом, если температура на дне казана 100 градусов, то наверху она вовсе не 100. Здесь температура 75-80 градусов. То есть происходит, по сути дела, низкотемпературное приготовление, к которому европейские мастера кухни пришли относительно недавно. Поэтому ни козы, ни рулет у меня не переварится, несмотря на то, что мы варим их уже довольно долго. Рулет варится уже 2,5 часа, а козы все 3 часа. Если бы я варил в обычной кастрюле под крышкой, если бы там бурно кипело, то, во-первых, и бульон получился бы мутный, и козы, и мясо переварились бы. То есть при нарезании рассыпались бы по волокнам буквально в труху. А теперь нам надо дождаться, пока и козы, и рулет остынет. Но остывая, они еще продолжают готовиться. Например, рулет накопил довольно много тепла. Часть тепла сейчас выходит наружу, но часть тепла уходит вглубь, в центр рулета. Если мясо начинать нарезать прямо сейчас, оно будет буквально истекать соками. Но когда рулет остынет, соки успокоятся. И рулет будет очень сочным. При этом мы не потеряем ни одной капли сока, когда будем его нарезать. Самый лучший подарок – тот, который приносит радость и удовольствие, особенно если речь идет о мужских удовольствиях. Самый лучший подарок – тот, который приносит пользу. Например, кому не хотелось бы наконец-то разобраться в приготовлении мяса? Самый лучший подарок – это то, что принесет хорошее настроение в погожий, солнечный день. Самый лучший подарок – тот, что способен научить чему-то полезному и вкусному, ведь казан на кухне, как рояль в оркестре. Самый лучший подарок – это расширение кругозора. А вы думали, что плов – это блюдо с единственно верным рецептом? А не пора ли покорить все вершины великого блюда? Самый лучший подарок – тот, что может сделать человека счастливым. Ничто не укрепляет семью так, как вкусное и доброе застолье. Отличный подарок – это книга с новыми рецептами из хорошо знакомых продуктов, к тому же приглашающая в очень вкусное путешествие в мир Востока. Самый лучший подарок, когда все самые любимые и популярные рецепты собраны в одном месте, где текст превращается в видео, а картинки оживают. Полюбуйтесь, какой красавчик. Самый лучший, самый ценный подарок – это дружба между братскими народами. Теперь вы совершенно точно можете сказать, что с татарами вы уже давно пуд соли съели. Моя самая новая и самая любимая книга рассказывает о земле и раскрывает всю душу татар.
Эти книги теперь можно купить любым удобным для вас способом. С автографом в моем личном интернет-магазине, либо с быстрой доставкой через Озон, либо с большими скидками и кэшбэком в мегамаркете. Ссылки в описании к ролику, а также в верхнем комментарии. Итак, накрываем на стол. Вот тот хасып, что запекали в духовке. Как я вас учил. На сковородочку немного воды подержали, пока вода не выпарилась. И посмотрите, полюбуйтесь, разве это не красота? А вокруг этого запеченного хасыпа я разложу отварной горох. О, чем не закуска? Отличная закуска. Особенно если присыпать красным, тонко нарезанным лучком и перчиком. Поверх гороха я бы разложил небольшие кусочки отварного хасыпа. Настал черед серьезной закуски. Мясной рулет. Вскроем, посмотрим, полюбуемся, каким он вышел, каким получился. О, красота! Красота и гордость повара. Правильно сваренное мясо должно иметь розовый цвет внутри. Ни в коем случае не серый, не темный, не сухой. Ну и, наконец, гордость каждого стола. Козы. Ну да, я знаю. В Казахстане словом козы называют только мясо из ребер, которое поместили в кишки и отварили. А в Узбекистане словом козы называют то, что я сейчас режу. И это замечательные козы. Привезли мне из Ташкента. Посмотрите, полюбуйтесь, какая сочная штука вышла. Вы знаете, как это есть? Во-первых, не стоит торопиться. Надо подождать, пока старший не возьмет в руки хлеб, не произнесет благословение и не разломит лепешку для каждого, кто собрался вокруг этого лягяна, вокруг этого блюда. Во-вторых, одно мясо не едят. Едят со свежими овощами, с зеленью, едят с маринадами, с соленьями. И обязательно мясные блюда едят вместе с сюзьмой. Знаете, что такое сюзьма? А вот кефир, йогурт, мацони, простоквашу повесили в полотняный мешочек. Лишняя жидкость стекла, и то, что осталось, называется сюзьма. Сюзьму приправляют солью, чесночком, ароматными травами и даже острым перчиком для аппетита, для красоты. Обмакивают кусочек хлеба в сюзьму и берут что-нибудь мясное. Никто никуда не торопится. Едят настолько чинно, что порой можно подумать, да эти люди каждый день такое кушают и каждый день говорят друг другу: приятного вам аппетита!